Собака не пускала хозяина в машину. Она упиралась лапами, скулила и снова ложилась прямо перед дверью, перекрывая путь. Мужчина сначала не понимал, что происходит. Пес, который всегда послушно садился в машину, вдруг стал настоящей преградой. Граф смотрел на хозяина и не отходил ни на шаг. Но то, что случилось через минуту, мужчина запомнит надолго. Сергей Федорович стоял у своей старенькой машины во дворе, сжимая в руке ключи. Вечер был морозный, тихий, снег тихо скрипел под ногами. Рядом с ним сидел его пес, крупная немецкая овчарка по кличке Граф. Обычно все происходило одинаково. Сергей открывал дверь, и Граф первым запрыгивал на заднее сиденье. Но в этот вечер все пошло не так. Сергей потянулся к дверце машины, но Граф вдруг встал перед ним и тихо заскулил. «Ну что ты, Граф?» – устало сказал Сергей Федорович. «Поехали домой». Пес не сдвинулся с места. Он смотрел на хозяина внимательно, почти тревожно. Потом подошел ближе и начал нюхать его лицо, словно пытаясь что-то проверить. Сергей Федорович тяжело вздохнул. Он только что вышел из квартиры старого друга. Там они долго разговаривали, вспоминали прошлое, и Сергей выпил пару рюмок, чтобы согреться. Ничего особенного, по его мнению. «Да все со мной нормально», – пробормотал он и снова попытался открыть машину. Но Граф резко встал перед дверью. Потом просто лег поперек дороги к водительскому месту. «Ты что творишь?» – удивился Сергей. Он попытался обойти пса справа. Граф тут же вскочил и снова перегородил путь. Сергей шагнул влево. Та же история. Пес дрожал от холода, но упрямо не отходил. «Граф, мне домой надо», — сказал Сергей Федорович уже раздраженно. «Устал я». Пес тихо заскулил и снова ткнулся холодным носом в его руку, потом в лицо. Он тяжело дышал, словно сильно волновался. Сергей нахмурился. «Да понял я. Запах, да?» – пробормотал он. «Думаешь, я не доеду?» Но пес словно отвечал ему взглядом. «Не надо». Сергей все равно потянулся к дверце. Тогда Граф снова лег прямо перед ней, прижавшись боком к машине. Он смотрел на хозяина снизу вверх так, будто умолял. Несколько секунд они стояли молча. И вдруг в эту тишину ворвался резкий рев мотора. По соседней улице на огромной скорости летела черная машина. Сергей Федорович обернулся. Автомобиль вылетел на перекресток и внезапно пошел в занос на льду. Раздался визг тормозов. Машину развернуло боком, и через мгновение раздался страшный удар. Она врезалась в фонарный столб. Сергей замер. Перекресток был всего в нескольких десятках метров. Именно туда он должен был выехать, если бы сел за руль минутой раньше. Он медленно опустил руки. Потом посмотрел на Графа. Пес все еще лежал у двери, дрожа, но не двигаясь с места. Сергей Федорович вдруг почувствовал, как внутри все сжалось. Он опустился на колени прямо в снег и крепко обнял своего пса. «Так ты меня остановил, да?» – тихо сказал он. Граф сразу прижался к нему, радостно завилял хвостом и ткнулся носом в плечо. «Прости меня, старик», – прошептал Сергей Федорович. «Я же чуть не наделал глупостей». Он достал телефон и вызвал скорую для тех, кто попал в аварию, а потом снова погладил пса. «Домой поедем, но на такси», — улыбнулся он. «Сегодня ты главный». Граф тихо фыркнул и сел рядом, будто все понял. Снег продолжал падать крупными хлопьями. Во дворе было тихо, и только Сергей Федорович ясно осознал одну простую вещь. Иногда тот, кто не умеет говорить, может спасти тебе жизнь.